Да-да, те самые «Сумерки». Думаю, сейчас уже не модно хейтить «Сумерки», как раньше. Кино все-таки не такое плохое. Тема волков здесь не главная, но и вторично ее назвать как-то язык не поворачивается. Оборотни здесь визуально это очень большие волки, и смотрятся они очень эффектно. Экшен в сценах с оборотнями смотрится шикарно. Появляются оборотни полноценно во второй части, новолуние, и так до конца франшизы. Если не хочешь смотреть «Сумерки», то хотя бы глянь экшен сцены с волками, не пожалеешь. На шестом месте у нас фильм «Кровь и шоколад». Фильм вышел в 2006 году. Это кино я считаю недооцененным. Данное кино снимали в Румынии, и фильм вышел по-европейски атмосферным. Девушка-оборотень влюбилась в обычного парня, но ее стае это не понравилось, и у девушки начинаются проблемы. Собственно говоря, на этом и строится сюжет этого фильма. В этом фильме оборотни это обычные волки, без каких-то там огромных размеров. Они обретают свою форму в красивом изящном прыжке. И если хотите посмотреть что-то с европейским вайбом, то это кино как раз для вас. На пятом месте у нас фильм, наверное, с самым звездным актерским составом в этом топе. Тут и Бенисио Дель Торо, и Энтони Хопкинс, и красотка Эмили Блант. А также здесь есть агент Смит. Итак, это фильм «Человек-волк», вышедший в 2010 году. Фильм рассказывает о том, как главный герой в исполнении Дель Торо приезжает к своей родне, узнав, что его брат пропал без вести. Оказалось, что вокруг разгуливает и убивает людей какое-то существо, и эти вещи будут как-то взаимосвязаны. В общем, смотрите сами, не пожалеете. Фильм, кстати, получил Оскар за лучший грим. На четвертом месте у нас фильм «Волки». Фильм «Волки» вышел в 2014 году, и этот фильм полностью от начала до конца посвящен только оборотням. Главный герой Кейден – обычный школьник, капитан футбольной команды. Однажды во время страстного свидания с девушкой он впервые превращается в монстра. По дороге он узнает, что он оказывается оборотень, и направляется в маленький городок Люпин-Ридж, где таких как он полно. Там его ждет конфликт с местной стаей и мощным антагонистом Коннором в исполнении Джейсона Момоа. Фильм хороший, добротный, советую посмотреть. Итак, третье место. Другой мир. Восстание ликанов. Но это уже классика. Оборотни здесь есть в каждой части, и почти везде они не играют хороших парней. Что я советую посмотреть? Конечно же, это приквел первой части «Восстание ликанов». Тут прямо полноценно раскрыта тема оборотней и почему они враждовали и враждуют до сих пор с вампирами. По сюжету Луцуан – первый ликан, оборотень, способный контролировать зверя и принимать человеческий облик. Находясь в рабстве клана вампиров, этот прирожденный лидер и кузнец тайно влюбляется в дочь своего хозяина и решает объединить угнетенных собратьев, чтобы поднять масштабное восстание за свободу своего вида. Вообще я советую смотреть почти все части этой франшизы вплоть до 2012 года. Там, по-моему, последняя часть была «Пробуждение», а дальше уже пошла какая-то туфта, как по мне. Ну, в общем, решать тебе. А эту часть обязательно посмотри, если еще не смотрел. Второе место. Американский оборотень в Париже. Кто-то скажет, что этот фильм устарел, но я скажу нет, ни хрена подобного. Фильм до сих пор смотрится и по сей день. Визуал, конечно, немного устарел, но это совершенно не тот случай, когда хочется выколоть себе глаза. По сюжету трое молодых парней из США путешествуют по Европе и оказываются в Париже. В поисках адреналина они ночью пробираются на Эйфелеву башню, где один из них, Энди, спасает от самоубийства загадочную французскую девушку по имени Серафин. Очарованный ею Энди пытается продолжить знакомство и попадает на закрытую вечеринку в парижских катакомбах, однако молодые американцы даже не подозревают, что Серафин скрывает страшную тайну, а сами они оказались в самом центре тайного и опасного сообщества оборотней, которые устраивают охоту на людей. Теперь их каникулы превращаются в жестокую борьбу за выживание в ночном Париже. Перед тем, как перейти к нашему лидеру топа, коротко о фильмах, которые заслуживают упоминания. Понятно, что любой топ субъективен, и у вас может быть свой список. Первое место. Американский оборотень в Лондоне. Абсолютная классика. По сюжету двое американских студентов, Дэвид и Джек, путешествуют по Англии. В глухой деревушке местные жители дают им странный совет – никогда не сходить с дороги и бояться полнолуния. Парни не воспринимают это всерьез, теряются в тумане, и на них нападает огромный жуткий зверь. Дэвид выживает и приходит в себя уже в больнице Лондона. Полиция считает, что это был обычный маньяк, ну это классика. И Дэвид с ужасом понимает, что сам превращается в оборотня. На парня начинают мучить кошмары, а его тело странно меняется. До полнолуния остаются считанные дни. В основном я брал современные фильмы 21 века, где показывают крутое детальное
превращение в волка. Варианты, где у актеров просто меняется цвет глаз и вырастает щетина, я сразу выкинул. Почему тогда здесь старые фильмы про Лондон и Париж? Да потому что они до сих пор смотрятся не хуже нынешних. Пусть они немного уступают по графике остальным фильмам из топа, но их мрачная атмосфера – это уровень, до которого многие современные режиссеры так и не дотянули. А ты чё, до конца, что ли, видео досмотрел? Ну, спасибо.